Итак, мое донышко готово. Как связать такое донышко, я оставлю ссылку в описании под видео. В длину оно получается 27 сантиметров, в ширину 10 сантиметров. Как я уже говорила, здесь у меня 7 рядов. Вот этот мы не забываем, что это 2 рядочка, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Всего у меня здесь получилось 86 столбиков. Сумочка у меня будет чередоваться узором, будут чередоваться полотно простыми столбиками без накида, ну то есть у меня будут столбики без накида узором галочки в раскол. И я покажу дальше, что за узор. Две полоски у меня будет состоять в сумочке из 3 рядов узора. Для моего узора количество петель должно быть кратно 4. Поэтому сейчас у меня 86 столбиков, должно быть 88. Мы с вами в уголочках сделаем по прибавочке. То есть здесь провяжем 2 столбика и в этом углу провяжем 2 столбика. Так, смотрите, чтобы плавно... Так, дно я вязала, я с рафией ничего не делала, я уже говорила, я потом расправила, разутюжила, рафия как бы заполнила все возможные дырочки, получилось плотным донышко. Дальше с клубочка всю остальную рафию я просто распустила и прошлась паром. Вот у меня получилось вот такое вот, такая пасма. Вы же как хотите, вы можете в клубочке просто руками расправлять, чтобы у нас далее были пышные столбики. То есть мы, конечно, тоже полностью будем сумочку, потом пройдемся паром, но все же я уже дальше буду вязать из расправленной рафии. Так, смотрите, сейчас сделаем плавный переход, чтобы в дальнейшем мы будем переходить уже каждый ряд из ряда в ряд, то есть каждый ряд будем закрывать. Маркер снимаем и вот так вот соединительной петелькой делаем раз, делаем два, 2 достаточно, 2 провязали соединительной петелькой. Теперь вот эту петельку вытянули, протянули вот сюда, так, рафия вот так вот сзади и делаем первую петельку. Вот так вот сюда прошли, вяжем узором галочки в раскол. Смотрите, вот как проходит крючок, перемычка, 2 ножки по бокам. Берем нашу рафию, захватываем вот эту, делаем первую петлю. Все, как бы маркер уже можно ставить, не ставить, тут и так оно будет видно, где каждая петелька. Все. Не забываем, что мы сделаем прибавки по углам. То есть, по сути, у нас должно получиться не 86, а 88 таких петелек. Как делать прибавки, вы знаете, просто спонтанно где-то вот здесь и с противоположной стороны. Вместо одной петельки в одну провяжете 2. Вяжем до конца ряда. Далее покажу, как переходить на следующий ряд. Узором галочки в раскол мы вяжем уже полотно сумки, мы свяжем сколько мы свяжем, 6 рядочков. Так, довязываем до конца первый наш ряд, уже основание сумки. Не забыли в уголках сделать прибавки. Вот у меня видно одна прибавочка. И с этой стороны вот еще одна прибавка. Для того, чтобы у нас получилось 88 столбиков. Это в последующем нам пригодится, потому что мы провяжем 6 рядов узором галочки в раскол. И далее будем вязать 3 ряда узором, где количество петель кратно 4. Так, смотрите, как переходить из одного ряда в другой. Так, вот довязали, провязали последнюю петельку. Вот эту петельку мы вытягиваем. Крючок заводим с этой стороны. Вот так вот ее подтянули. Рафия с обратной стороны. И вот так вот формируем уже сразу петельку.
выводим ее, забираем ту петельку, провязываем вместе. Все. И далее вяжем опять узором галочки в раскол. Очень широкая эта петелька получилась. Вот мы ее подтянули, чтобы она у нас не такая длинная была. Рафия внизу. Потянули. Берем эту петельку и провязываем вместе. Вот сейчас как-то лучше. Все. Это мы уже будем вязать второй ряд узором галочки в раскол. Всего у нас должно быть их 6. Когда свяжете 6 рядов, далее покажу, как будем вязать 3 ряда узором. Так, смотрите, связала я 6 рядов узором галочки в раскол. Теперь буду вязать 3 ряда узором. Сейчас покажу, какой узор и как для этого узора переходить на следующий ряд. Так, итак, закрываем наш вот этот 6-й ряд, который мы провязали узором галочки в раскол. Вытягиваем вот эту петельку. Смотрите, какой будет у нас следующих 3 ряда. Здесь у нас будут столбики с накидом. Смотрите, что мы делаем. Имитация первого столбика с накидом. Вот так вот держим крючок, заводим его сюда, под эту дужку, вытягиваем ниточку. Это мы имитируем первый столбик с накидом. У меня даже поэтому есть видеоурок, где я вяжу идеальный круг столбиками с накидом, и там у меня есть 3 варианта перехода на новый ряд. И с любыми из 3 этих вариантов круг получается идеальным, нигде не видно перехода. Если интересно, я оставлю ссылку в описании под данным видео. Так, не отвлекаемся, идем дальше. Вот это у нас первый столбик с накидом. Делаем второй столбик, третий столбик. Смотрите, теперь уже мы не в раскол, а просто вот за вот эти косички вяжем столбики с накидом. Связали 3 и смотрите, что делаем. Вот так вот, шаг назад, то есть вот сюда, за эту косичку, которая была перед первым нашим столбиком. Вытягиваем петельку, вот так вот провязали, и потом еще раз. Вот какие у нас будут, как сказать, кластеры. Не забывайте, я уже говорила, что количество петель должно делиться на 4. У нас было 86, по одному столбику мы прибавили по краям, итого 88. То есть понимаете, что один кластер состоит из 4 столбиков. Так, делаем следующий кластер. Каким образом? То есть одну косичку пропускаем, накид, в следующую косичку. Вы не пугайтесь, что сумочка вот так вот получается в таком виде. Все потом хорошо разглаживается паром. Она примет нужную форму. Рафия очень любит влажно-тепловую обработку. Так, 3 столбика. Ныряем вот в этот предыдущий, который мы пропустили. Вытянули. Накинули рафию. Вот так вот сюда нырнули, провязали. И еще раз провязали. Таким узором наподобие я тоже вязала сумочку, такую маленькую сумочку розового цвета. Ссылку тоже могу оставить в описании под видео. Только я немножко по-другому делала данный узор. Ну, посмотрите, разница есть. Но, тем не менее, и здесь, и там он получается очень красивым. Если я вдруг забуду оставить ссылку на какое-то видео, можете писать в комментариях. Потому что бывает... Снимаю, бывает что-то где-то, может, и забуду. Так, снова вяжем. Пропустили одну косичку, 1 накид, 2, 3.
Так, и вот так вот шажок сюда обратно в ту косичку, которую пропустили, вытянули, накинули на крючок рафию, один раз как бы провязали вот эту большую петлю и еще раз провязали. Все, таким образом вяжем до конца этого ряда. Я покажу, как будем вязать второй ряд этого узора. Так, смотрите, подходим к завершению первого ряда вот этого нашего узора. Если у вас, так же как и у меня, было 88 столбиков без накида, то как раз остается у нас на последний кластер. Еще раз напомню, как мы его делаем. Вот эту косичку пропускаем и делаем 3 раза по одному столбику с накидом. Так, возвращаемся в ту косичку, которую пропустили, вытягиваем петельку, один раз провязали и еще раз. Так, все, смотрите, как закрываем ряд. Вытягиваем вот эту петельку. По логике, вот это у нас была искусственная первая петелька, да. Но так как у нас узор такой, что мы вяжем 1, 2, 3 столбика и до этого оставляем косичку или столбик без накида, то соединение будем делать вот сюда, во второй. Ну, то есть в эту вот косичку, вот сюда, вот эту оставляем. Это только в начале. Ну, смотрите, как получается. Так, протянули, делаем петельку поменьше. Напомню еще, как я делаю искусственный столбик с одним накидом. Вот, смотрите, сюда же ныряю. Раз провязала, еще раз провязала. Вот, получается такой вот искусственный столбик с накидом, который очень похож на натуральный столбик с накидом. Так, 2, 3. И теперь шаг назад делаем вот в ту петельку, которую как бы мы в нее должны были закрывать вот этот наш первый ряд. Вот сюда вот ныряем, вытягиваем и точно так же, как мы вязали первый ряд, еще раз сейчас покажу, вот как получается. Так, теперь здесь вот эту косичку пропускаем и вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Так, и вот эту косичку, которую мы пропускали, ныряем, вытягиваем, вот так вот провязываем. Вот. Так, саму рафию я вам говорю, что либо просто пройтись паром, либо вот так вот распрямляйте. Именно когда основное полотно сумочки вяжем. Я говорила уже про донышко, что именно для донышка я ничего не расправляла. Так, смотрите, опять вот эту косичку пропускаем, накид. И вернулись обратно. Вот такой получается у нас второй ряд. Третий ряд тоже сделаем таким же узором. Здесь переход будет точно так же, как я вам и показывала в первом ряду. И сама сумочка будет чередоваться. То есть мы чередуем 6 рядов столбиков без накида узором галочки в раскол, 3 ряда вот этого узора. Потом опять будет у нас 6 рядов вот таким узором, 3 ряда узора и еще раз 6 рядов узором галочки в раскол. Ну, по крайней мере, я так просчитала. Если хотите, можно между вот этим узором и еще, то есть вот это вот среднее полотно сделать пошире, то есть не 6, а 8. Можно сделать меньше. Это уже зависит от того, какого размера вы хотите, какой высоты вы хотите эту сумочку.
И я сейчас на вот этом маленьком примере покажу, как, когда мы провяжем 3 ряда вот этого узора, мы опять же снова будем вязать узором галочки в раскол. То есть я просто вот этот кусочек сейчас покажу, как это делать, так как свою сумку я буду вязать в дороге. Так, смотрите, вот эту... Там уже соединение будет, как обычно, за вот эту вот косичку. Так, вот эту петельку. Это как образец показываю. Так. И вот сюда потом в каждую ныряем, опять же. Как мы обычно вязали наш узор, галочки в раскол. Ныряем так, чтобы шапочка у нас была сверху, по бокам 2 ножки петельки. Вытягиваем. То есть с каждого кластера, так, и вот эту вот петельку, которую мы образовывали с вытянутой петли и закрепляли ее маленькой петлей. То есть, понимаете, с каждого кластера у нас должно получиться 4 столбика без накида узором галочки в раскол. Ну, то есть я понимаю, суть ясна. Вы провяжете 3 ряда вот этим узором и перейдете опять вязать 6 рядов узором галочки в раскол. Провязали 6, дальше опять у нас 3 ряда вот этого узора. Я думаю, я понятно объяснила. Покажу в итоге, что получилось у меня. И потом расскажу, какие будем делать ручки, как пришивать кнопочку. И она у меня будет еще с подкладкой. Надо будет найти красивую ткань на подкладку. Я думаю, что это будет какой-то однотонный лен. Может быть, на тон темнее, чтобы красиво было, чтобы через эти дырочки светилась красивая ткань. Вяжите самостоятельно. Итак, я связала необходимую высоту своей сумочки. Так, в высоту она у меня получилась 26 сантиметров. В ширину получается 28. Смотрите, у меня получилось 4 ряда столбиками без накида, узором галочки в раскол, по 4 ряда таких по 6 рядов. И 3 ряда узора. То есть чередуется 6 рядов столбики без накида, 3 ряда узора, 6 рядов столбики без накида, 3 ряда узора, 6 рядов столбики без накида, 3 ряда узора и еще раз 6 рядов столбики без накида узором галочки в раскол. Так, сейчас последний, мы провязали здесь 6 рядов. Так, сделаем еще один ряд соединительной косичкой, чтобы край у нас был ровный, плотный. Смотрите. Так, сюда продеваем. Подтянули. И теперь вот эта петелька, она с обратной стороны. Вот так вот. И через нее продевается рафия. Вот, вот. Как-то так. И теперь идем по всему периметру соединительной косичкой. Вот так вот. Вяжем до конца ряда. Покажу, как сделать последнюю петельку, как закрыть ряд. Довязали соединительную косичку практически до конца. Вот у нас остается вот эта петелька. Вот здесь мы начинали косичку. Я уже отрезала свою рафию. Вытягиваем хвостик. И делаем вот так вот искусственную косичку. То есть вот так протягиваем рафию, подтянули и выводим вот сюда крючок, вот сюда вот в центр. И протягиваем обратно. Все подтягиваем, чтобы вот эта косичка тоже по форме была такая же, как и все остальные. Рафию изнутри прячем. Теперь я что делаю? Я наполняю ее внутри полотенцем, включаю свой утюг на 2, беру марлю сверху мокрую
И все это хорошо отпариваю, чтобы она приняла нужную форму, чтобы рафия еще лучше раскрылась. И буду шить сюда подкладку. Как я шью подкладку, я не буду рассказывать, я не профессиональная швея, то есть это тоже можно где-то найти на просторах ютуба. Я уже вам покажу готовый вариант с сшитой подкладкой. Я уже сделала влажно-тепловую обработку своей сумочки. Она приняла нужную форму. Смотрите, наметила, где буду пришивать ручки. Ручки будем вязать. Сейчас расскажу, как я это буду делать. От краев сделала пометки маркерами по 6,5 сантиметров. В этих местах буду их потом пришивать. Итак, показываю, как мы вяжем ручки. Берем рафию, оставляем хвостик, потому что потом этим хвостиком будем пришивать наши ручки. Ну, допустим, сантиметров 70, ставьте больше. Так, делаем первую петельку. Эта петелька у нас не считается. Так, и набираем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Одна петля подъема. Разворачиваем вязание, вяжем за вот эти вот перемычки. Первую пропускаем, начинаем со второй. Так, вяжем просто столбиками без накида. Так, петля подъема, развернули вязание, снова вяжем 6 столбиков без накида. И таким образом мы делаем 4 ряда. Провязала я 4 ряда по 6 столбиков без накида. Потом смотрите, что делаем. Вот, закончили мы 4-й ряд. И вот так вот сворачиваем наше вязание. Сейчас сразу же будем вязать круглую ручку. Таким узором у меня есть мастер-класс, где я вязала 2 ручки. То есть одну ручку я вязала за одну петельку, вторую за другую. Я тоже оставлю ссылку в описании. Можете посмотреть, может быть, там вам будет более удобнее вязать первым узором, либо вторым. Смотрите, что делаем. Вот так вот развернули. То есть мы теперь видим вот эту перемычку и 2 наши вот эти ножки изнаночной стороны, да. И мы вяжем все время по кругу за вот эту вот ножку, вот за эту, за первую. Вот так заводим крючок и будем вязать по кругу все 6 петелек. И просто столбики без накида вяжем. Смотрите, здесь перемычка, 2 ножки вот за эту переднюю. То есть у нас получается по 6 столбиков без накида. Мы идем просто по кругу. Просто по кругу до нужного размера. Потом покажу, как закончить, чтобы было точно так же, как мы начинали. То есть вот эту начало ручки потом приложим к сумке и будем сшивать. И вот так вот по кругу. Так, 3, 4, 5, 6. Вот. Вот здесь мы провязали этих 6. Вот видите, вот здесь мы ничего не трогаем, а потом опять по кругу идем. Все, и теперь у нас хорошо будет видно, где наши вот эти, где наша вот эта ножка, за которую нам вязать. Вот так вот. Если плохо видно вдруг на этом цвете, я говорю, что будет ссылка в описании под видео, где я такие ручки уже вязала. Вот, я теперь уже легко... Смотрите, вот наша перемычка.
одна ножка, вторая ножка. Вот за переднюю ножку мы вяжем. Вяжем все время по кругу. Вот снова. Просто столбики без накида. Именно для рафии, как по мне, это самые удобные ручки. Получается очень плотный такой ремешок. Очень приятный на ощупь и надежный. Все, вяжем необходимую величину. Смотрите, какие ручки получаются. Вяжем самостоятельно. Так, связала я необходимую длину ручек. Смотрите, складываем вот таким образом, потому что так они будут пришиваться к сумочке. То есть и вот с этой стороны тоже делаем вот такую же одинаковую штучку, за которую мы будем пришивать. Все, довязали, делаем петлю подъема. Так, сюда делаем 2 столбика. Здесь провязываем по одному, здесь один и здесь один. И вот в эту петельку делаем 2 столбика в одну петлю. Итого у нас получилось 6 столбиков. Ну, то есть так же, как и там. Петля подъема, разворачиваем вязание и вяжем еще 2 ряда по 6 столбиков. Петля подъема и еще один ряд. Все, оставляем также хвостик для пришивания. Так, обрезали. Все, смотрите, какая получается у нас деталь. С одной стороны косичка, с другой стороны косичка получается. То есть они идентичны и одинаковые. И когда мы будем их пришивать к нашей сумочке, смотрите, вот так вот прикладываем. Ну, как шить я уже не буду показывать. У меня есть пластиковая иголочка. Просто вставляем иголку и пошли. Так, чтобы вот эта деталь, где начинается, где мы как бы начинаем вязать трубу, можно сказать. Вот так вот ее еще здесь иголочкой соединим с краешком нашей сумки, чтобы для большей надежности. То есть приложили вот так вот и сшили. Как сшивать я уже не буду показывать, тут нет смысла. Сошьете сами. Вот так они будут сюда крепиться. Так, и еще вяжем прямоугольнички, квадратики вяжем. Вяжем 2 квадратика, это для кнопок. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Таких достаточно будет. Петля подъема. Опять же, за перемычки. То есть 5 столбиков без накида у нас будет. И в высоту свяжите 5 рядов. Сейчас свяжем, я покажу, для чего это. Мы потом их вручную пришьем. Это для наших кнопочек. 2 таких штучки надо связать. Так, петля подъема был первый ряд. Вот и 5 рядов, чтобы у нас получились квадратики такие. Так, свяжу, покажу, что получается. Вот таких 2 штучки. То есть набирала, у меня получается 5 столбиков без накида и провязала 4 ряда. Достаточно 4. 2 такие штучки свяжете. Потом берем нашу кнопочку. Это если не пришивные. Если у вас пришивные кнопки, вы можете и не вязать эти прямоугольнички. И вот таким образом одеваем нашу кнопочку. Зажимаем здесь и
по этому прямоугольничку мы ее пришьем просто внутри сумки, когда уже будет у меня пришита подкладка. Я покажу, как оно получится. Все, вяжем дальше самостоятельно вторую ручку, пришиваем, делаем подкладку, пришиваем вот эти прямоугольники с кнопками и покажу конечный результат. Итак, моя сумочка готова. Ручки я пришила, смотрите, вот таким вот образом. То есть вот тут, где начиналась ручка закругляться, я его тоже вот по краешкам сюда пришила. Подкладочку шила из льна. Вот эти кнопочки, смотрите, как попришивала. Есть в сумочке у меня карманчик. Еще шила вот такой вот бантик, можно сказать. И такой нюанс. Вот здесь у меня было 6 рядов, да, но мне немного, у меня было всего 4 моточка рафии по 90 метров. Мне немного не хватало на ручки. И вот этот вот бортик я уменьшила. У меня здесь 3 ряда. И вот этот вот последний рядочек такой косичкой. Ну, сумочка не потеряла при этом свой вид. Может быть, даже так и лучше получается. Вот такой получился мастер-класс. Вот такая вот сумочка из рафии. Цвет фисташковый. Очень красивый цвет самой сумочки. Цвет подкладки в контраст. Так что, если вам понравилось мое видео, мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного. Всем пока-пока. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.